Налюбовавшись развалинами Канлы-Диваны, мы решили заехать еще в одно место. Благо оно здесь недалеко, и мы все равно искали место для пикника. Тут есть еще одно место, смотрите, какое. Это место является древним мемориалом. Находится оно над долиной реки Гюксу. Почему он именно здесь появился? Есть несколько причин. В античности горы Тавры считались священными, и места на скалах часто использовали для погребений знати. Считалось, что так душа будет ближе к небу. Вид на долину и древнюю дорогу открывался такой, что издалека было видно, что здесь захоронен кто-то богатый и могущественный. Скалы здесь из мягкого известняка. Его легко вырезать, поэтому в горах очень много скальных гробниц и пещерных помещений. Большинство таких гробниц относятся к 1-3 веку нашей эры. Римская элита очень любила строить монументальные усыпальницы на видных местах. А в поздней античности сюда пришли христианские отшельники и стали здесь вырубать себе маленькие кельи для сна и молитв. Археологи до сих пор не могут разобраться, в какой из этих помещений была гробница, а в каком была келья монаха. Внутри они очень похожи друг на друга. Такие скальные монастыри очень типичны для именно Таврских гор. Летом в них было прохладно, а зимой теплее, чем на улице. Расположенные на высоте, они защищали от диких животных. Внутри гробниц можно увидеть вырезанные каменные лежанки, похожие на кровати, узкие канавки-желобки в полу, небольшие ниши в стенах. Археологи долго спорят, для чего они нужны. Скорее всего, здесь были погребальные ложи, которые потом использовали отшельники как кровать. Я не пойму, здесь черные потолки, как будто бы здесь жгли костры. Смотрите, какие черные потолки, как будто обугленные. На скале также сохранились погребальные рельефы. На таких рельефах принято было изображать близких родственников и слуг. Это показывало социальное положение семьи и подчеркивало, что род продолжает жить. Иногда какая-то из фигур держала предмет, но сейчас они очень плохо сохранились из-за ветров и дождей. В такой скале было проще высечь рельеф, чем перевозить каменные плиты. Некоторые гробницы очень большие, как целые комнаты. То есть они были семейными, там хоронили несколько поколений. Именно такие захоронения потом монахи превращали в свои кельи. Там было удобно находиться некоторое время и вести свой быт. После культурного мероприятия было принято решение ехать на пикник к морю. Вот и море. После прогулок по развалинам решили заехать на пикник. Вот такая пикниковая зона. Местные жители здесь тоже сидят. Правда, есть ветер, но ничего. Где еще 8 марта встретить? У моря. На пикнике. Ехали и приехали на пикник. Классно. Здесь место такое, возле древних развалин, опять же. После обеда мы полезли гулять по местным развалинам. Пикниковая зона находится прямо возле развалин. Тут прям море, вот оно. Красиво. Ой, красиво. Прям вдоль всего берега шла стена оборонительная.
Посмотрите на этот цвет моря. Посмотрите. И гляньте, вот эти вот скалы. Здесь все было строения, вот разрушены. Обалдеть просто. А кусты здесь, смотри, какой формы. Они все наклонены, вот их много-много, и они все вот растут с наклоном на север. При Риме, в городе Илиуса-Себаста, здесь был очень большой порт, и мы видим его развалины. Эти остатки зданий находятся у самой воды, потому что за 2000 лет поднялся уровень моря, осели почвы, портовые сооружения разрушились. Всех с 8 марта. Поздравляю.